Всем привет, я Азим, и это канал о наручных часах. Я убежден, что в каждой коллекции должны быть часы, которые можно назвать неубиваемыми, даже если это ваши единственные часы. У таких часов есть общее собирательное название – G-Shock. До сегодняшнего дня я обходил стороной G-Shock, потому что мне казалось, что это эдакие брутальные часы размером с кулак. Но это совсем не так. Или не совсем так. Сегодня рассмотрим интересную модель квадратных G-Shock. На сегодняшний день существует большое множество различных моделей G-Shock, но есть линейка, которая называется Origin. Это квадратный G-Shock, который является новым вариантом самой первой модели этих часов. Все началось в 80-х годах, когда молодой инженер в компании Casio Кикуо Ибэ уронил свои часы, которые были подарены ему отцом. Часы разбились, что очень расстроило его. Тогда Ибэ пришла в голову идея создания прочных часов, которые не боятся падений и ударов. Он работал над концепцией «Три десятки». Часы должны выдержать падение с 10-метровой высоты, иметь водозащиту 10 атмосфер и иметь срок службы батарейки 10 лет. После 2 лет работы над проектом были выпущены первые в мире часы G-Shock. Это произошло в 1983 году. Это были как раз такие квадратные Casio. Современная модель имеет тот же дизайн и те же размеры. Изменились некоторые характеристики, используемые материалы, тип подсветки, радиосинхронизация, режим сохранения энергии, индикация заряда. Разные модели могут иметь или не иметь те или иные функции. Например, некоторые модели могут подключаться к телефону по Bluetooth. Можно сказать, что это идеальные часы, что имея эти G-Shock, вам больше не понадобятся никакие другие часы. Они прочные и надежные, вряд ли сломаются, будут служить долго и батарейка не сядет. Всегда будут показывать точное время и сами переходить с летнего на зимнее время и обратно. Что еще нужно? Но идеала, видимо, не существует. Стиль этих часов не совсем подходит для формальной одежды. Синхронизация не работает во всех городах. Например, в будильниках нет возможности выбрать дни недели. Но лично я полюбил эти часы. Уверен, эти G-Shock станут моим компаньоном во многих интересных приключениях. Хочу также отметить, что есть более новая модель. Это практически такие же часы. Из отличий другая подсветка и настройка ее длительности, возможность выбрать другой язык для дней недели, а также порядка день-месяц или месяц-день. А еще обновленные режимы таймера и секундомера. Так что можете сразу обратить внимание на новую модель. Однако, если радиосинхронизация в вашем городе не работает или вам не нужна, есть интересная модель без этой функции и без солнечной панели. Зато их можно найти по цене в 2 раза дешевле. Я видел цену в 45 евро. Со сроком жизни батарейки 10 лет и точностью хода плюс-минус 15 секунд в месяц можно смириться. Все остальные характеристики на том же уровне. А сейчас подробнее про функции. Особо я бы хотел отметить здесь 3 вещи. Первое – это наличие солнечной батареи, вернее заряжаемой батареи и солнечной панели. TUF Solar как раз говорит нам о том, что здесь есть солнечная панель. Уровень заряда батареи отображен индикаторами LMH, Low, Middle, High, как мы видим сейчас в положении High, то есть батарея полностью заряжена. Особо хочется отметить радиосинхронизацию этих часов. Вы видите Multiband 6. Как я уже говорил, часы могут принимать радиосигнал от 6 разных источников в зависимости от выбранного
выбранного города. Сейчас я вам демонстрирую выбранный город, это Берлин в данном случае. Здесь будет выбрана вышка Германии, соответственно, если мы находимся, скажем, в Москве. Этот город отмечен как город, который поддерживает радиосинхронизацию, хотя и находится достаточно далеко от ближайших источников радиосигнала. Алгоритм радиосинхронизации в случае Москвы следующий. Будет произведена попытка получить сигнал от того источника, который был успешен при последней синхронизации. Если таков не найден, синхронизация будет производиться по наиболее сильному сигналу. В этом случае часы попробуют поймать сигнал из Англии и Германии, и тот, который окажется сильнее, будет использован. Если произвести синхронизацию от этого источника не получится, часы попробуют поймать сигнал от второго источника. Скажем, если от источников Германии не получилось принять сигнал, то будет произведена попытка принять сигнал из Великобритании. Часы настроены таким образом, что будут пытаться принять сигнал ночью. Дело в том, что ночью меньше всего помех, и сигнал принять проще всего. Первый прием происходит в полночь. При успешной синхронизации следующий прием будет совершен на следующий день. При неуспешной синхронизации часы попробуют совершить повторный прием через час, потом снова через час и так далее. До 6 раз. Если синхронизация пройдет успешно, то следующих попыток получить сигнал уже не будет до следующего дня. Если нажать Set плюс, правую нижнюю кнопку, мы увидим время и дату последнего успешного получения сигнала. Я могу сделать вывод, что и в полночь, и в час ночи не получилось принять сигнал, и только третья попытка была успешной. В этом режиме, если нажать Adjust, левую верхнюю кнопку, то можно отключить автоматический прием сигнала. Вы видите RC, Radio Controlled On, и вот этой кнопкой можно выключить автоматический прием сигнала. Это может быть полезно, если вы живете в регионе, где нет возможности принять этот сигнал, и вы не хотите, чтобы часы вообще пытались поймать сигнал. Или если вы не хотите, чтобы введенное вручную время было сброшено после получения сигнала. Например, у моего друга была привычка устанавливать свои часы на несколько минут вперед. Это помогало ему не опаздывать. Если же нажать и удерживать правую нижнюю кнопку, то можно инициировать принудительный прием сигнала. Мы видим RC, Radio Controlled. L1 это уровень 1, это значит, что низкий уровень сигнала. L3 самый высокий. Прием сигнала обычно занимает от 2 до 7 минут. Желательно поместить свои часы у окна и не трогать их, и не производить с ними никаких действий. Также вы можете наблюдать, в каких частях вашей квартиры сигнал наиболее сильный. Если у одного окна уровень L1, L1, но у окна на другую сторону сигнал выше, L2 или L3, то вы будете знать, где лучше синхронизировать. Мы видим ошибку синхронизации error. Это значит, что произвести синхронизацию вручную сейчас не получилось. Лучше это пробовать сделать возле окна и убрать подальше от различных электрических приборов и металлических конструкций. Что мы видим на циферблате? Часы, минуты, секунды, день недели, на английском Tuesday, вторник, месяц, число. Интересный вот этот индикатор Automatic Luminescence, автоматическая подсветка. Я вам продемонстрирую. Обычно подсветка осуществляется нажатием правой верхней кнопки. Светит таким голубым цветом. Но часы можно настроить таким образом, при таком движении экран автоматически загорался. Часы устроены таким образом, что в светлое время суток автоподсветка работать не будет, а будет работать только при недостаточном освещении. Таким образом будет сведено к минимуму ложное срабатывание, а также существенно экономится батарея. Включить и выключить этот режим автоподсветки можно нажатием правой верхней кнопки. Обратите внимание, индикатор пропал. Еще раз. Индикатор появился. Здесь вы видите надпись, которая обозначает Received. Это значит, что сегодня удалось успешно
синхронизировать часы по радиосигналу. Еще интересно поговорить про вот этот индикатор PS. Он обозначает Power Saving. Я вам продемонстрирую. Я зажимаю Adjust. И тут выбираю город, домашний регион. В моем случае это Берлин. Далее мы видим DST, Daylight Saving Time, то есть летнее и зимнее время. У меня стоит авто. Таким образом, признак летнего и зимнего времени будет приходить по радиосигналу автоматически, и мне не нужно вручную ничего указывать. Также эти часы автоматически будут переходить с летнего на зимнее время и всегда показывать точную дату и точное время. Далее. Формат часов 24 или 12. В случае 12 мы будем видеть индикатор PM, AM, PA. Мне удобнее 24-часовой формат. Далее. Установка секунд, часов, минут. Но я не буду устанавливать, потому что они идут точно, потому что они были синхронизированы по радиосигналу. Год, месяц, число. И вот этот режим Power Save On, Power Save Off. Что значит этот режим? Режим сохранения энергии. Вечером, если часы оставить в темном месте, пропадает индикация времени и даты. Единственное, что остается на экране, это PS. Если же часы взять и произвести любые действия, нажатие кнопок, движения, или если вынести часы на свет, или просто включить свет, то экран снова загорится. Это очень удобно, это сохраняет батарею, продлевает срок службы батареи. В режиме World Time или мирового времени можно отобразить время в любом выбранном часовом поясе. В часах предустановлено 48 разных городов из 29 разных часовых поясов. Если в списке нет вашего города, вы можете просто выбрать тот часовой пояс которого совпадает с вашим. Это удобно, если вы совершаете перелет из одного города в другой. Если зажать одновременно верхнюю и нижнюю кнопку, мы вернемся снова к значению UTC. UTC это то же, что и GMT, это такое же время, что и в Гринвиче, а также в Лондоне. Но и другие режимы, они в целом стандартны для часов Casio. Здесь есть 4 различных будильника. Также есть будильник, который обозначен snooze. Это будильник, который будет срабатывать каждый день в одно и то же время с режимом, который обозначается английским словом snooze или русским еще 5 минуточек. То есть будильник будет срабатывать каждые 5 минут, издавая сигнал в течение 10 секунд. Далее stopwatch или секундомер. Здесь сотые доли секунд, секунды, минуты, часы. Левая верхняя кнопка может работать как сплит. И reset. Таймер, то есть таймер обратного отсчета. И запустить. Здесь мы видим часы, минуты, секунды оставшегося времени до срабатывания таймера. А сверху мы видим оригинальное первоначальное значение таймера. То есть мы видим, что это таймер на 1 час. Таймер можно приостановить и запустить далее. Продолжить. Пока идет таймер, можно вернуться в обычный режим обычного времени. Таймер будет продолжать отсчитывать. Можем к нему вернуться. Как мы видим, он продолжает отсчет. Если установить таймер на 0 часов 0 минут,
это будет равняться таймеру в 24 часа. Если вы обратили внимание, каждое нажатие на кнопку сопровождается характерным звуком бип. Если по какой-то причине вас это отвлекает, этот звук можно отключить. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку Mode, левую нижнюю. Обратите внимание на вот этот значок, перечеркнутая нота. Это значит, что мы отключили звуки бип. И если я переключаю между режимами, никакого бип не происходит. Чтобы вернуть обратно, я также зажимаю Mode. И теперь значок пропал. И бипы вернулись. Кроме, собственно, будильников, в данном режиме можно управлять так называемым сигналом. Это означает, что каждый час часы будут издавать звук бип. Установлен в On. Как мы видим, здесь сигнал указано активный. Также, если установлен будильник и snooze будильник, то есть каждодневный будильник, эти индикаторы тоже будут гореть. В целом, эти функции характерны для многих часов Casio. Если у вас есть опыт использования таких часов, все эти функции будут вам знакомы. Будильник, секундомер, таймер и так далее. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока!